Всем привет! Меня зовут Ольга. Я рада видеть вас на своем канале. Я продолжаю приводить в порядок растения, привезенные из кафе, и сегодня мы поговорим об антуриуме. У меня 4 горшка с антуриумами, один белый и 3 красных. В целом они все довольно-таки не в плохом состоянии, цветут, но разрослись, вытянулись, нужно их рассаживать, как-то что-то делать с этими стволами, чтобы придать им более привлекательный вид. Начну я с белого. Вот, у него очень сильно вытянулись стебли, очень длинные стали, он начал падать, вот здесь отросточек уже, мне кажется, уже сломался или вот-вот сломается. Сломался, наверное, уже. Вот, поэтому, конечно, его нужно не то что даже пересадить, а укоротить стебли. Кто смотрел мое прошлое видео, где я приводила в порядке другие антуриумы, они там были более молодые, стволики у них были покороче. Там я выкапывала растение из земли и углубляла его ствол, не обрезая, ничего не делая. Здесь, к сожалению, так не получится, потому что ствол уже стал очень длинным, и придется его обрезать. Обрезать я буду верхушку сантиметров 10-15, после чего поставлю их в воду и буду ждать, пока будут появляться свежие воздушные для начала корешки, после чего буду пересаживать их в землю. Ну что, давайте начнем. Этот отросточек просто по нижнему листу обрезаю. Вот, остается такой череночек. Сейчас подвину. Вот, листики пока нижние убирать не буду. Так, поставлю в воду. Вот, потом, смотря на каком уровне будут появляться воздушные корни, если они будут появляться выше, это потом тоже можно будет отрезать. Ну, будет появляться здесь, просто уберу листики и углублю в землю. Так, это раз. Так, второй. Здесь уже отломился, вот по нему так и отрежу. Палочки, ниточки опять любимые. Вот так, ну вообще-то он тут длинноват, конечно, плюс еще и вот такой кривенький, поэтому здесь, наверное, я отрежу побольше. Ну, вот так. Вот так. Вот это мне не нужно. То есть вот, вполне достаточно будет такой длины. Что здесь? Посмотрите, на этом стебельке есть уже воздушные корешочки. Вот он один такой длинненький. С этой стороны второй. Вот он. Ну и маленькие уже пошли. Вот, по сути, его можно было уже взять и укоренить, но я его тоже просто срежу. Вот на уровне. Вот корешочек уже, по-моему, подсыхает. Ну, где-то вот так. Вот тут срежу. Потом можно будет вот так укоренить. И ко всем остальным баночку поставлю. Эти пеньки мне не нужны. Не думаю, что что-то хорошее из них получится. Они уже очень сухие. Земля мне и горшок тоже не нужны. Их можно будет выбросить. Это с этим тоже ничего делать не буду. То есть вот у меня 3 штучки. И я ставлю их в баночку. Третий поставлю отдельно. У него уже есть там свои корешочки. Дождусь, пока у всех 3 будут воздушные корни, и в один горшочек их буду усаживать. Что я жду? Что получится? Вот у меня вот здесь есть антуриумы. Это тоже с прошлого моего видео остатки, так сказать. Они были абсолютно без корней, то есть это я срезала отводки со стебелька, которые были без корешков. Вот один, вот сколько сидит,
у него пока ничего не появилось, не происходит. Ну, то есть листья тоже не засыхают, с ними все в порядке, но и корешков пока нет. Вот у второго вот уже какие корни появились длинные. Вот они. Вот. 5-6, около 7 корней. Вот его уже можно, в принципе, сажать в землю. Прошло 4 недели. То есть один уже с корнями, второй ничего пока не хочет наращивать. Давайте посмотрим, что в следующем горшке. Вот он. Так, красный антуриум. Значит, тут уже опять тоже палочка-веревочка, палочка-веревочка. И очень много деток по бокам. Вот. Ну, детки уже такие, они из земли, поэтому с корнями. Что здесь? Здесь то же самое. Я буду отрезать верхушку, ставить воду. Вот один, второй. Давайте сразу так и сделаем. Так, надо веревочки сейчас уберем. Так, ладно, пусть остается. Итак, отрезаем вверх. Раз. Так, и здесь. И здесь. Если есть какие-то изломы на стеблях, они не всегда ровные растут, то вот лучше их по ним сразу и резать, чтобы не оставлять такие загибы, чтобы растение потом дальше. Сейчас я вот так срежу, посмотрю, что здесь. Здесь вот листики уже желтые и поврежденные, поэтому я их сейчас отрежу. Так, смотрим. Этот тоже можно убрать. Так, ну вот, нормально. Так, здесь две верхушечки срезала. Остальные все детки с корнями. То есть их нужно будет просто вытащить, пересадить в новый горшочек. Пересадкой я потом буду заниматься сразу всеми. Сейчас высаживать их отдельно не буду, оставлю в этом горшочке. И смотрим следующее растение. Ну, просто шикарное, на мой взгляд, очень красиво смотрится. То есть здоровый антуриум. Вот сейчас так вот покручу, вам покажу. Красивый. Единственное, что с ним надо сделать, это рассадить. То есть вот здесь есть два таких, раздвоенный ствол, но он очень крепкий, никуда не наклоняется, не шатается. То есть его нужно взять, отсадить. А сбоку здесь очень много, вот здесь очень много молодых антуриумов. Прям такой многодетный папа. Вот их нужно взять, рассадить, чтобы тут вот этого клубка уже мелких листьев не было. Дальше из них получится большой красивый цветок. И последний экземпляр. Здесь, конечно, что-то какие-то заросли, поросли. Оставлять я его так точно не буду. То есть вот эти самые большие стебельки отрезаю, так же, как и предыдущие. Вот этот раз. Нижние листики придется отрезать, иначе просто не полезет в стакан. Так, дальше, что здесь еще? Давайте посмотрим. Вот этот. Так, отрезаем. Так, вот здесь куча боковых деток. Их тоже можно отрезать, пытаться укоренить. Так, сейчас тут уже не секатором надо будет. Я сейчас вот так сначала срежу. Вот. И нужно вот так аккуратно ножом отделить. Вот так получится.
Не знаю, что. Вот один корешочек у него остался здесь воздушный. Тоже цветочек вам полез. Попытаться можно, почему нет. И еще один здесь такой же. Так, здесь возле этого ствола остались детки, пусть они пока и будут в земле. Когда буду уже заниматься полностью пересадкой, их и вытащу оттуда. Остался второй ствол. Вот он здесь вот раздвоенный снизу был. Вот видно? Покажу сейчас. Вот он раздвоенный, раз. Потом эти раздвоенные стволы начали вот тут еще дальше двоиться. Поэтому их надо как-то все-таки делить, потому что вот этот клубок мне совершенно не нравится. Я срежу снизу. Давайте посмотрим, что здесь. Вот здесь их получилось 3 даже на 3. Вот можно делить. И лучше, наверное, разделить. Здесь прям просится делить. Вот. Вот раз получился. То есть, посмотрите, на одном стебельке уже много листьев довольно-таки. Когда их по 2, по 3, это уже просто некрасиво. Вот и этот я тоже разделю. Вот. Дальше здесь, ну здесь то же самое. Я отрежу. Здесь маленькая детка, можно попытаться ее укоренить. Вот здесь побольше. Вот они вот так. Вот раз, вот два. У меня есть 3 недели, чтобы собрать все это обратно и посадить в горшок. Вот, поэтому я на 10 дней ставлю это все в воду, после чего появятся корни или нет, буду усаживать их в землю. Те, что сегодня остались в земле, значит, какие-то детки, вот этот полностью я оставляю, не трогаю. Сегодня пересаживать не буду, пересажу их всех вместе, когда буду укоренять сегодняшние черенки. На сегодня у меня все, но я не прощаюсь с вами, увидимся уже очень скоро. Прошло ровно 2 недели, давайте посмотрим, что с антуриумами. Первый у нас был беленький. Вот он, 1, и здесь еще 2 у меня. Так, на этих экземплярах уже были какие-то небольшие воздушные корни. Я вижу, что те, которые маленькие были, начали потихонечку оживать, но такого роста прям еще не видно. Вот здесь на этом видно, вот немножечко пошел. Здесь тоже, то есть в принципе их уже можно укоренять. Что дальше смотрим? Я изначально задумывала их посадить в 1. Так, раз, 2. И вот так 3. Вот. Но потом решила, что, во-первых, это будет очень густо. Во-вторых, белый антуриум всего 1. И поэтому решила их рассадить. Сделать 2 горшочка. Вот. А вот этот третий такой, более с кривым стволом, вот здесь вот остался. Вот я его в кафе передавать не буду. Подарю его себе. А вот эти посажу в горшочки. Для этого здесь нужно их привести немножечко в порядок. Обрежу вот эти, то, что было сухое. Нижние листики тоже лучше убрать. Не нужно бояться садить антуриум в грунт с такими корнями. Это абсолютно нормально. Если он простоял 2 недели в воде и листики нижние не начали желтеть, это уже хороший знак. Так. Этот я посажу в маленький горшочек. Примеряем.
Так, вот этот листик тоже нужно убрать. И вот этот тоже уберем. Он немножко выбивается из равновесия. Вот, этот будет вот так. Он будет расти, развиваться, и получится один большой новый антуриум. Так, второй. Он побольше. Горшочек тоже возьмем побольше. Смотрим. Так, вот таким образом. Нижние листики тоже лучше уберу. Вот здесь корешочек уже сам по себе был вот такой длинный, хороший. Сейчас они углубятся и будут расти дальше прекрасно. Так, здесь нужно будет углубить тоже побольше, поэтому вот эти два листика я тоже срежу. Вот, останется вот так. Так, отлично. Пусть пока здесь немножко подсохнут срезы от листьев. Давайте рассмотрим следующий. Следующий антуриум у нас был красный. Давайте посмотрим на его корешочки. Давайте вам поближе покажу, что значит корешочки ожили, что нет. Вот они были наверху. Вот этот корешочек, он такой сухой. Вот он внизу, хоть и был в воде, но остался таким же сухим. И видно, что никакого роста нет. А вот корешки, которые живые. Вот они такие набухли. Вот один. Вот который побольше вырос тоже. Вот они стали зелеными. И видно, что начался рост. Вот на втором антуриуме то же самое. То есть есть корешочки, которые сильно еще не отросли, но видно, что проснулись. К тому же тут вот есть свежие воздушные корни повыше. Вот, то есть растение такое живое, и можно без опаски усаживать его в грунт. Посажу я их тоже в разные горшочки, потому что они каждый сам по себе самостоятельно уже выглядит очень красиво. Вот этот, наверное, горшочек побольше. Вот так это будет смотреться. Так, а вот этот горшочек поменьше. Он здесь немножко такой весь асимметричный. То есть вот этот цветок, он хоть и большой, но он прям сильно всему растению мешает держать равновесие. Поэтому я им пожертвую и отрежу его. Баночку. Вот, то же самое вот с этим листиком. Он как-то больше всех торчит в сторону, его я тоже уберу. Дальше смотрим. Нижний лист тоже вот этот не нужен здесь. Так. Усаживать придется его вот так. И вот этот ствол пойдет немножко в кривь, в сторону. Будет это смотреться вот так. И в принципе будет красиво, если останутся только вот эти 4 листика. Потому что вот эти все как будто бы вываливаются. Вот. Мы их срежем все. Потому что все равно этот ствол придется заглублять. Вот. И вот так это будет смотреться. Немножечко мне мешает. И здесь, так как все равно сухой корешочек, вот это место я еще срежу. Вот теперь он станет ровно. Убираю все вот эти сухие штуки, насколько это возможно. И сейчас тоже его поставлю в его будущий горшочек. Пусть пока обсохнет. Так, все отлично. Так, смотрим здесь, что оставить, что убрать. Вот этот листик уже сам по себе не очень хороший, поэтому смело срезаю. Вот этот листик тоже, хоть он где-то в серединке, там, но я его сразу уберу, потому что он некрасивый и портит весь внешний вид.
Дальше вот это будем заглублять, тоже можно отрезать. Так, вот этот листик тоже уберу. И вот этот тоже. Смотрим. Так, ну, постараюсь его углубить вот так, чтобы оставить эти листики. Красиво смотрится. Посмотрим, удержится ли он вот в таком положении в земле. Если вот этого стволика не будет хватать, чтобы держать его в земле, придется листики еще подрезать, чтобы его еще больше углубить. Ну, будем надеяться, что все будет хорошо. Вот так вот получился горшочек. Просыхает. Так, от этих двух еще остался сам вот горшок. Тут еще маленький какой-то цветет. Вот пока что я его трогать не буду. Посмотрю в конце, что останется вообще от всех остальных. Вот, есть задумка просто взять большой горшок и в него насадить много маленьких, чтобы такая была лужайка из антуриума. Так, давайте смотреть следующий. Третий у меня был вот этот красавец. Вот, его я не срезала, не выкапывала, он остался в этом горшочке. Вот, поэтому сейчас я его просто вытащу из старого горшка, отделю от молодых растений. И вот это основное растение уже пересажу в новый горшок. Извлечение и разделение прошло успешно. Вот он, основной кустик, который я хотела получить. Вот земля. Вот он. И вот в такой горшочек я его пересажу. Так, вот эти листики я сразу отрежу. Вот здесь два ствола. То есть был один когда-то, вот он. Вот один, потом от него, видимо, пошла в эту сторону. Видно? Вот они. Так, покажу. Вот было два, был один, вернее. Был один ствол, вот там, и потом пошел одна веточка, вторая. Но они такие здесь одинаковые по силе, вот, поэтому дополняют друг друга. Так, все, его тоже в стороночку, на ожидание. Смотрим, что с детками сделать. Так, вот остались детки. Вот такой прям есть один. Большой, я бы сказала, вполне себе самостоятельный. Тут даже вот есть уже цветонос с цветочком. Вот такой. Вот что хорошо, что они уже с корнями. Тоже цветок уже выпустил. И вот эти все поменьше, но они без цветов. Вот, я пока оставлю. Там сейчас будет еще один у меня экземпляр, где есть маленькие детки. И последний, четвертый антуриум. Вот его горшочек, в котором он был. Здесь часть баночки у меня стоит, остальные вот решила их в такое ведро поместить. Давайте смотреть, что здесь есть. Так, вот этот самый большой. Вот он. Так, цветонос, тут новый цветочек идет. Вот, корешочки просыпаться начали, поэтому смело можно его усаживать. Сейчас кое-что тут обрежу. Так, горшочек. И вот сюда его. Этот листик, думаю, можно убрать. И
вот это тоже. Так, один есть. В стороночку его. Дальше, что здесь у нас? Вот такой. Так, здесь появились уже молодые корешочки. Вот прям видно, как они начали расти. Сейчас покажу поближе. Вот посмотрите. Новые молоденькие корешочки, они прям беленькие. Вот активный рост начался старого воздушного корня. Вот это тоже. Вот он начал расти. То есть вот и снизу здесь, и наверх. Здесь вообще все прекрасно. Так, нижний листик. Здесь точно можно убрать. Он даже так сам отломался. Так, вот этот тоже уберу. Так, сухое. Его можно тоже отдельно посадить вот в такой горшочек поменьше. Вот так он будет выглядеть. Так, что еще у меня осталось? Вот этот. У него тоже тут появился, смотрите, вот длинный уже активный корешочек. А внизу вот вообще ничего нет. Вот. Остальные здесь все растения уже начали прям активно отдавать тоже. Вот корешок какой прям длинный. И здесь. Они все не цветут, но все с корешочками, более или менее. Вот, поэтому можно из этого всего сделать из них такую полянку. Посерединке оставить цветущий, по краям, например, вот так, посадить малышей. Сейчас я подготовлю грунт. Я снова беру вот такой цветочный. И добавляю его составляющую грунта орхидея. Это уголь древесный. Мох сегодня добавлять не буду, так как основные растения у меня еще без корней. А мох чересчур увлажнит почву, и будет она там преть. Этого не нужно. Корни еще не успеют всю влагу и так поглотить. Вот, поэтому угля и коры в данном случае достаточно. Если бы у меня было побольше времени, вот такие растения, где еще нет корней, я бы сначала посадила в маленький стаканчик, заполнив его грунтом для кактусов и суккулентов. Вот таким. Почему-то мне этот грунт больше всех нравится. Некоторые укореняют антуриумы в грунте для орхидей, но мне он не понравился. Я брала, сейчас покажу, как он выглядит. То есть этот грунт довольно-таки, вот он как земля, потому что есть грунт для кактусов, он прям такой, состоящий из какой-то кирпичной крошки, еще чего-то там, земли практически 10-20%. Все остальное непонятно что, как будто бы там подмели где-то на улице. Бывает и такой грунт, кто-то его использует для кактусов, для бонсай. Вот. Но вот этот вот, он довольно-таки легкий, состоит, видно, что там и из торфа тоже. Добавляю туда также древесную кору, перемешиваю и укореняю. У меня получалось, растения отлично росли, корни развивались быстро. Поэтому что я сделаю сейчас? Основу горшка я засыплю таким субстратом, а вокруг корней засыплю вот этот грунт для кактусов и суккулентов, смешав его также с сосновой корой. На дно не забываем обязательно дренаж. Так, земля. Делаю такое небольшое углубление. Дальше
всаживаю антурию. Прям кончик можно туда в самый керамзит, чтобы он даже поустойчивее был. Вот так. Вот, а вокруг присыпаю вот этой землей для суккулентов. Соответственно, полив. Растения у меня будут находиться еще недельку до того, как я их отвезу обратно в кафе. Вот, и полив я буду осуществлять только вокруг ствола. Поливать всю землю в горшке я пока не буду. Ни к чему ее лишний раз смочить. Вот. А там уже, я думаю, когда растение переедет в кафе, ребята будут поливать его уже стандартно, и к тому времени уже появятся корешки. Все-таки в земле они развиваются гораздо активнее, чем в той же воде. Вот первое растение готово. Все остальные растения буду пересаживать также, поэтому, думаю, комментарии здесь уже не нужны будут. Я закончила с пересадкой, у меня здесь полный бардак. Буду наводить порядок, вытирать горшочки, протирать листики. И в конце этого видео фото до и после, как всегда. Если вам понравился результат работы, поддержите видео пальчиком вверх. Ну а сегодня я прощаюсь с вами, до новых встреч!